Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Наступило утро, 7:15. И, как вы слышите, все вокруг зарычало. Я не знаю, эти люди уже собираются уезжать, упаковались и прогревают мотоциклы. Или просто решили додать атмосферности мероприятию. Справа рычат, слева рычат. А еще вот это солнечное пятно очень здорово прогревает палатку. Я заметил, достаточно в одном месте где-то подсветить солнцу, как в палатке становится душно. Два входа открыты, некоторое движение воздуха уже есть. Но надо вставать, надо идти умываться. Иду умываться, чистить зубы. И да, действительно, все уже пакуются. Воскресенье. Если ехать далеко, то выезжать надо пораньше. Вы только гляньте на это небо. Что-то мне подсказывает, что надо идти и собирать палатку, пока она не намокла. Кипятим водичку на утренний кофеек. И глядите, что я вам сейчас покажу. Вот смотрим на чужие палатки. Ну, нормальная палатка, чистая. На те тоже все отлично. Моя вся в песке, вся в каких-то пыльных разводах. Что за такая неопрятность? Как будто эта палатка где-то тусила вчера отдельно от меня. А ее надо высушить и почистить, свернуть и приготовить к следующим походам. Гусеницу нашел. А иди сюда, а то уедешь, будешь жить у нас в шкафу в палатке. А вот, собственно, и дождь не заставил себя ждать. Первые капли уже забарабанили. Прячем все, что не должно намокнуть, под крышу. Что может быть лучше, чем свежезаваренный кофе с утренним дождем? Загремело уже в небе. Можно пафосно скажу. Рев Харлеев смешивается с громом. Ну а мы тут активно складываемся в надежде успеть до начала дождя. Не успели. Да. Ну, это была хорошая попытка. Вот что называется дождь стеной. Его прям слышно, как он приближался. Зашумел издалека. И вдарило. Не успеваем мы свернуть палатки, значит, будем пережидать.
Дождь немного поутих. Не закончился, но поутих. А я пойду посмотрю, что там на раздаче еды. Может быть, что-нибудь перехвачу. У меня еще 20 злотых вот этими бумажками фестивальными. Думаю, их на следующем фестивале уже не примут. И очень удачно я подошел. Как раз на раздачу Журика. Больше ничего нет, но горячая вкусная еда. Покушали, жизнь сразу заиграла красками, стало веселее. И смотрите, вот это небо идет к нам. Дождь заканчивается, а значит, пора сворачиваться и выдвигаться в дорогу. Я думаю, дождь будет еще сегодня и не один, поэтому мы решили ехать автострадами. Ведь под дождем по автостраде ехать проще и безопаснее, чем какими-то извилистыми проселочными дорогами. Что тут у нас в палатке за время дождя? Ну, внутри сухо, вода не попала. Тут все сухо, а внутри вода. Как все-таки классно работает Харлей. Как здорово колбасит двигатель в его браме. Ух! Одел шлем, а он сырой-сырой. Несмотря на то, что лежал в коляске внутри, влага туда попадала. И он просто отпотел. Ничего, высушим. Cześć! Классный получился фестиваль. Веселый, интересный. Как будто побывал в Беларуси на Лидском слете. Было здорово. А кто-то еще продолжает гулять. Останется здесь до понедельника. И я так понимаю, место это в принципе курортное. Местные сюда купаться приходят и отдыхать. Так, впереди шлагбаум, поэтому объедем. До свидания, Радава.
всем этим деревням и маленьким городкам пробираемся к автостраде. Ух ты, белый налив, яблоки прям сыпались с дерева. Я вот думаю, надо найти сейчас заправку еще до выезда на автостраду. Будет дешевле, и заправить полный бак. Вот и заправка. Не могу сказать, что дешево. 6,75. Но и вариантов особо нет. У меня уже засветилась лампочка, а Димка заправлялся со мной одновременно и вчера еще катался целую ночь. Что-то, ему бензин не надо? Заправляешься? Заправляешься? У меня просто лампочка светится, а мы же с тобой одновременно заправлялись. Мы же с тобой заправлялись одновременно. И у меня уже свет. Да? Мы подумали, посовещались. Димка еще резерв не включал. У меня тоже лампочка только загорелась. А цена действительно дороговата. В общем, мы едем дальше. Напротив, точно такая же цена. Может быть, это нормальная цена в этом регионе. А вот и этот интересный мост впереди, помните, через который мы ехали ночью? И я еще переживал, что речки не видно. Речка Сан. Я нашел заправку. Не намного дешевле, но зато без очередей. 6,69 за литр. Залили полные баки. На какую-то часть пути нам этого хватит. Солнышко выглянуло. В штанах от дождевика становится тепло. Ну и ладно, главное, чтобы дождя не было. Может быть, даже где-то остановимся, сделаем обеденный перерыв и развернем палатки для просушки. Снова затягивают небо низкие серые тучи, и дождик весьма вероятен. Скажем так, на пути в 300 километров где-нибудь мы его еще зацепим. Похолодало. Как будто проехали какую-то границу тепла и холода. Сразу стало некомфортно. Захотелось куртку одеть.
А штаны от дождевика наоборот не снимать. Утеплились. Едем дальше. А я попробовал на стоянке подключить гарнитуру к телефону и узнал, что у меня отказал один наушник. Левое ухо работает, а в правом тишина. Надо будет посмотреть дома, что там случилось. Может, водой залило, а может, провод где-то перетерся. А так хотелось кино какое-нибудь посмотреть. Ехать все равно еще 2 часа автострадой. Ну ладно, будем слушать шум ветра и любоваться проезжающими мимо мотоциклистами. Вода есть. Кофе хочешь? Вырубает? Едем делать кофе. Действительно, ехать довольно тяжело. Вот эти серые облака нависают над дорогой и клонит в сон. Даже есть кофе-автомат. Может и не придется воду кипятить. Большая довольно парковка с беседочками. Непонятно только зачем в них вот эти решетки. Выглядит угнетающе, прямо скажем. Сидишь за решеткой. Может, хоть посадили бы какие-нибудь растения, чтобы они по ним вились. Ну ладно, это я уж придираюсь. Есть где посидеть, есть где отдохнуть. Есть кофейный автомат Якобса, который принимает только наличку. Надо сейчас монет насобирать. Так, кава чарна 6,50 XXL. Может, мне не надо XXL, а обычная тоже 6,50. Непонятно. Не очень удобно, конечно, только монетами. Но давайте развлечемся. Раз. А это 5 или 2? Ладно, отправляем. Выпало? И все монетки выпали. А чего оно не принимает? Ты же говоришь, только готовка. Автомат нечинный. Не работает. Понятно. Идем кипятить.
Забурлила. Кофейку попили, съели по сникерсу. Я заодно палатку высушил. Если не полностью, то процентов на 90. И песок с нее отряхнул. Можем ехать, 200 километров осталось. Справа. И, кажется, попали в пробку. Навигатор все закрасил красным. Какой цвет у Теслы? Матовый хамелеон. А здесь, я так понимаю, это пробка на постоянной основе. Даже знак поставили. Пробка 13 километров. Ограничение 110. А вот впереди и причина этой пробки. Во-первых, обратите внимание на BMW. Это так называемые необозначенные машины. Вроде полиция, но когда они едут в потоке, это непонятно. А понимаешь ты это только когда они тебя обгоняют и включают мигалки, предлагая следовать за ними для оформления штрафа. Это там было ДТП. И мы решили сегодня попробовать от Кракова до Катовиц проехать платной дорогой. Заодно посмотрим, что здесь почем. На будущее полезно знать, если надо будет быстро добраться. Как всегда, соседняя очередь кажется меньше. Ну, где уж стал, там буду стоять. Смотрим, что у нас по обозначениям. Практически все ворота с оператором, с человеком, который берет деньги вручную. Крайние два, кажется, автоматические. Туда нам не надо. И одни ворота для экстренных служб. Скорая, пожарная. Вот сейчас как раз туда скорая и поехала.
А вот и таблица с расценками. Мотоцикл 8 злотых, легковая и микроавтобус до 3,5 тонн, я так понимаю, 16. Ну и дальше уже пошло дороже. Легковушка с прицепом 29. Интересно, как сейчас мой мотоцикл оценят? Могут посчитать и за легковушку. Все-таки 2 колеи. День добрый. $8 злотых. Как мотоцикл. Dziękuję. Коляску мне не посчитали. Посчитали как обычный двухколесный мотоцикл. Ну и отлично. Только что был знак до Катовиц 86 километров. Ну и получается 8 злотых за 86 километров. $2. Глядите, какая космическая база. Даже не знаю, что это такое, но выглядит как в фантастических романах. И дорога действительно классная. За такую 8 злотых заплатить не жалко. А вот, кажется, мы добрались до выездных ворот. Здесь надо либо оплатить, либо предъявить чек. Чек я сохранил. Он, конечно, помялся, пока его в карман запихивал. Я только что у Димки спросил, он этой дорогой ездил. Оказывается, здесь надо не чек отдать, а еще раз заплатить 8 злотых. То ли за второй участок, то ли за выезд. Это уже не так дешево и не так выгодно. А на машине так вообще дешевле и интереснее ехать тогда 94-м шоссе. Оно бесплатное, хотя там и есть ограничения. Где-то 50, где-то 70. День добрый. Dziękuję.
погодка у нас классная. На дождь даже намека нет. Ой, место мое свободно. Специальное мотоместо. На этом мотофестиваль Радава для нас заканчивается. Рад был побывать, узнать в принципе, что есть такой фестиваль. И в следующем году снова приеду. На сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо. Пока.